Привет! Меня зовут Карина. Вы на канале УРЯ. Учим русский язык. И сегодня я расскажу вам о словах «конечно», «естественно», «разумеется», о словосочетании «не вопрос» и о том, когда мы их используем. Итак, мы говорим «да», когда отвечаем на вопрос утвердительно. Например, Джон спрашивает меня: «Карина, вы знаете русский язык?» И я отвечаю «да» или «да, знаю». Еще я могу сказать «конечно». Конечно, знаю. Почему конечно? Потому что русский – мой родной язык. Я точно его знаю. Когда я говорю «конечно», я подчеркиваю, что это абсолютно верно. Я подчеркиваю свою уверенность. То есть это более сильное утверждение, чем «да». Внимание! Мы обычно говорим «конечно». Произносим «конечно». Давайте посмотрим примеры. В первом видео вопрос «машину сделал?» Это значит «машину починил», «машину отремонтировал». Давайте смотреть. Машину сделал? Конечно, не ездит, летает. Обратите внимание на интонацию. Конечно, он очень уверенно это говорит. Мы можем сказать отдельное слово «конечно» или добавить к нему другие слова. Давайте посмотрим следующий пример. Это точно та рыба? Конечно, так. Итак, вопрос «та рыба?» Конечно, та. Еще один пример. Мне сказали, вы хотели меня видеть. Что-то случилось? Конечно, случилось. Здесь тоже повторяем слово «конечно, случилось». В этих примерах «конечно» стоит перед другими словами. Конечно, та, конечно, случилось. Но мы можем поставить его и после. Это та рыба? Да, конечно. Что-то случилось? Случилось, конечно. Но это мы делаем реже. Еще мы можем сказать слово «естественно». В этом видео герой уточняет адрес: Столяров переулок и номер дома. Номер дома и корпус. Столяров переулок, дом 13, корпус 3, квартира 27, да? 3Б. Чего 3Б? 3Б в смысле корпус. Что, есть 3А? Естественно. В следующем видео герой спрашивает: а ты в курсе? В курсе, значит, ты знаешь? Скажи, пожалуйста, ты в курсе, что была война, революция? Кто такой Ленин, Сталин? Ну, конечно, ну, естественно. Вы слышите, что здесь в ответе есть «конечно» и «естественно». А есть еще слово «разумеется». Давайте посмотрим пример с этим словом. А тебя он любит? Естественно. А ты его? Разумеется, мама. Как видите, это слова-синонимы. Слова очень близкие по смыслу. Однако мы можем использовать «естественно» и «разумеется», чтобы сделать утверждение еще более сильным. Например, Джон спрашивает меня: «Карина, Земля круглая?» Я отвечаю: «Естественно, круглая.
Это все знают, это очевидно, поэтому я могу использовать слово «естественно» или «разумеется». Еще мы произносим эти слова, когда соглашаемся с тем, что говорит наш собеседник. Посмотрите. Но мне кажется, что если все правильно организовать, то все правильно и пройдет. Ну, естественно, конечно. То есть здесь мы не отвечаем на вопрос, а подтверждаем слова собеседника. Мы можем сказать «да», «конечно», «разумеется», «естественно» и просто кивать. Еще мы говорим эти слова, когда отвечаем согласием на просьбу, то есть когда разрешаем что-либо. В этом видео молодой человек просит у своей жены машину. Жену зовут Вика, он называет ее Викуль, обращается к ней. Викуль. Да, сейчас приеду. Викуль, можно я твою машину возьму? Там Костю ногу дырнул. Конечно, можно. Очень важно, что, конечно, естественно и разумеется, это нейтральная лексика. То есть мы можем использовать эту лексику в любой ситуации. А теперь еще одно словосочетание, которое мы можем использовать, когда разрешаем что-либо. Но это лексика разговорная, поэтому его надо употреблять аккуратно. Например, когда мы разговариваем с друзьями, мы можем его использовать. Посмотрите следующее видео. Витя, а можно я на рынок съезжу? Не вопрос. Пойду. Услышали? Итак, героиня спрашивает: «Можно я съезжу на рынок?» Герой отвечает: «Не вопрос». Конечно, можно. Не вопрос. Все эти слова, включая «не вопрос», мы говорим, когда мы согласны что-либо сделать. То есть, когда нас просят что-то сделать. Посмотрите видео, в нем спрашивают: «Мне плеснешь?» Плеснуть, в данном случае налить. Посмотрите, и вы поймете, о чем речь. О, слушай, не плеснешь? Не вопрос. Внимание! Звучит это как вопрос. «Мне плеснешь?» Но на самом деле это не вопрос, это побуждение, это просьба. Плесни мне, пожалуйста. Налей мне, пожалуйста. Поэтому мы можем ответить: не вопрос. Кость, ты мне нужен как мужчина. Кать, я вообще-то с Настей. У меня в мотоцикле лампочка какая-то мигает. Посмотришь? Да не вопрос, конечно. К мотоциклам у Насти претензий нет пока. Пойдем? Вопрос: посмотришь? На самом деле не вопрос, на самом деле просьба. Посмотри, пожалуйста. Посмотри, пожалуйста, мотоцикл. Поэтому ответ не вопрос. Следующее видео. Ресторан Клуб Мане, добрый день. Здравствуйте, а пригласите, пожалуйста, Викторию Сергеевну телефона. Да, конечно. Минуточку. Здесь мы видим просьбу: пригласите, пожалуйста. И девушка отвечает: конечно. Это просьба, но ответить не вопрос здесь нельзя, потому что это неуместно, невежливо. Это не друзья, это официальная беседа.
В таких случаях не надо говорить, не вопрос. Итак, конечно, естественно, разумеется, мы можем сказать, когда это, первое, утвердительный ответ на вопрос. Второе, согласие с мнением собеседника. Третье, разрешение. Мы отвечаем на просьбу о разрешении что-либо сделать. Четвертое, согласие. Мы отвечаем на просьбу что-либо сделать. И в тех случаях, когда мы отвечаем на просьбу, то есть 3 и 4, мы можем сказать «не вопрос». И не забываем, что это разговорная лексика. Осторожно, пожалуйста, с ней. На этом сегодня все. Если видео вам понравилось, если информация была полезной, поставьте, пожалуйста, лайк. И увидимся в следующий раз. Машину сделал? Конечно, не ездит, летает. Это точно та рыба? Конечно, так. Мне сказали, вы хотели меня видеть. Что-то случилось? Конечно, случилось. Столяров переулок, дом 13, корпус 3, квартира 27, да? 3Б. Чего 3Б? 3Б в смысле корпус. Что, есть 3А? Естественно. А скажи, пожалуйста, ты в курсе, что была война, революция? Кто такой Ленин, Сталин? Ну, конечно, ну, естественно. А тебя он любит? Естественно. А ты его? Разумеется, мама. Кажется, что если все правильно организовать, то все правильно и пройдет. Ну, естественно, конечно. Да, сейчас приеду. Николь, можно я твою машину возьму? Там Костя ногу повернул. Конечно, можно. Витя, можно я на рынок съезжу? Не вопрос. Пойду. Слушай, мне объясняешь? Не вопрос. Кость, ты мне нужен как мужчина. Кать, я вообще-то с Настей. У меня в мотоцикле лампочка какая-то мигает. Посмотришь? Да не вопрос, конечно. К мотоциклам у Насти претензий нет пока. Пойдем? Ресторан Клуб Мане, добрый день. Здравствуйте, а пригласите, пожалуйста, Викторию Сергеевну к телефону. Да, конечно. Минуточку.